общего у фанатов атмосферного пост-панка с древними варварами? Почти ничего. Тогда почему и тех, и других называют готами? По странному совпадению, или благодаря многовековым глубинным взаимосвязям, готы ведут свою историю с Древнего Рима. По мере расширения Римской империи ей все больше приходилось сталкиваться с набегами полукочевых народов, проживавших у ее границ. Наиболее могущественными из них были германские племена под названием готы, которые состояли из двух племенных групп — вестготы и остготы. Одни племена германцев враждовали с Римом, зато другие племена империя подчинила себе, включив их воинов в свою армию. Когда Римская империя разделилась на две, войска из представителей племен стали играть все большую роль в армии и в силовых структурах государства. В V веке, в ходе восстания наемников под предводительством солдата Адаакра, пал Рим и был свергнут император Западной Римской империи. Адаакра и его преемник Остгот Теодорик формально подчинялись императору Восточной Римской империи и поддерживали римские традиции. Но фактически Западная Римская империя так и не воссоединилась. Ее провинции вскоре распались на королевство под управлением готов и других племен германцев, ассимилированных местными народами, хотя многие из германских названий по-прежнему можно обнаружить на карте. Это ознаменовало конец античного периода империи и начало того, что принято называть темными веками. Хотя римская культура полностью не исчезла. Ее влияние постепенно утрачивалось, а ей на смену приходит новый стиль, в основе которого находились религиозный символизм и аллегория, а не пропорции и реализм. Данные перемены проявились в архитектуре, в частности при строительстве в 1137 году во Франции аббатства Сен-Дени. Стрельчатые арки, парящие контрфорсы и большие окна придают зданию ощущение невероятной легкости и торжественности. Эти ощущения усиливаются открытым, светлым интерьером, который пришел на смену толстым стенам и массивным колоннам романского периода. В последующие века аббатство стало образцом для соборов по всей Европе. Но времена меняются. Итальянский Ренессанс вновь вызвал всплеск увлечения культурой Древней Греции и Рима, а на ее фоне господствующий стиль стал восприниматься грубым и примитивным. Вышедший в 1550 году знаменитой книге «Жизнеописание художников» Джорджо Вазари впервые называет стиль готическим, пренебрежительно указывая на его связь с варварами, которые якобы уничтожили античную цивилизацию. Название прижилось и вскоре закрепилось в качестве описания периода Средневековья и всего того, с чем оно ассоциировалось — тьмой, суеверием и простотой. Но время и мода не стояли на месте. В XVIII веке наступает период, получивший название «Эпоха Просвещения». В этот период ценились прежде всего философия и науки. Выступая против этого, писатели романтизма Готи и Байрон стремились в произведениях изобразить сцены и сюжеты из прошлого, а также потусторонние силы. Теперь слово «готический» было приспособлено для описания литературного жанра нового мрачного направления романтизма. Термин впервые применил Хорас Уолпол в отношении своего романа 1764 года «Замок Отранто», описывая сюжет и общую атмосферу произведения. Многие художественные элементы романа стали отличительными чертами жанра, источником вдохновения для писателей бесчетного числа киноверсий их книг. Ярлык «готический» прочно закрепился за литературой и кино вплоть до 70-х годов, когда возникло новое течение в музыке. Переняв эстафету у таких групп, как Тетаорс и Велвет Underground, британские исполнители пост-панка, Едивисион, Бауаус и Тычури старались соединить мрачные тексты и панковский диссонанс в музыке с образами викторианской эпохи, литературой ужасов и гламурной модой на андрогинность. К началу 80-х похожие коллективы стали называть в музыкальной прессе готическим роком. А благодаря популярности этого течения, вскоре оно вырывается из мрака клубов на популярные площадки типа МТВ. Сегодня, несмотря на эпизодические негативные отзывы и стереотипы, музыка и мода готов сохраняют за собой сильные позиции в мире андеграунда. Они также распались на такие течения, как киберготы, готабили, готик-метал и даже стимпанк. За тысячи лет в истории слова «готический» тесным образом переплелись как культурные течения, пришедшие вместе с чужаками на смену античности, так и устремившиеся в небо шпили, потеснившие тяжелые колонны,
а также деятели искусства, находящие красоту в ночном мраке. Каждый шаг был своего рода революцией, но также тенденцией развития цивилизации, когда необходимо отправиться в прошлое, чтобы изменить настоящее. Тима.